Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и те, кто, быть может, впервые заглянул на канал Таро Инспирационе. Таро расклад. Знаки судьбы. Какая правда откроется? Какой поворот событий вас ожидает и одновременно укажет вам путь, к чему все идет? Какая история будет развиваться или наоборот вы будете делать важные выводы? Завершение путаницы или в целом какие ориентиры нам подскажут карты? Давайте узнаем иными словами вот эти знаки судьбы через метафору карт. И я искренне надеюсь, что этот расклад как компас, который поможет вам разобраться в собственной ситуации, принять правильное решение. Мы выполним с вами, у нас сегодня 3 колоды, мы выполним с вами сигнификацию, она будет состоять из 2 частей. Поскольку у нас колесо года и 2 оракульные колоды карт. И в самом начале мы выполним на оракульных картах вашу сигнификацию, или точнее определим ту ситуацию, пусть нам ее раскроют карты, с чем это связано. А после мы сделаем сигнификацию на арканах Таро. В самом конце совет от ангелов, хранителей мы тоже с вами получим. Итак, давайте будем узнавать, какую же историю нам раскроют карты. Мы достанем, как жизненный перекресток, 4 карты с вами. И при этом первая карта будет означать как корни и истоки той ситуации, в которой вы находитесь. И вы можете переложить на себя, насколько это откликается в вашей душе. То есть это та база сложившейся ситуации. Вторая карта, мы ее положим наверх. И она будет для вас означать, что в вашей жизни происходит сейчас. Или, может быть, это вот как раз и связано с теми мыслями или с той причиной, почему вы смотрите расклад. События недавнего прошлого, недавнего времени, тут плюс-минус у каждого по-своему. И будущее той ситуации, которую вы видите, может быть и так, но и больше, конечно, это беспристрастный взгляд. Нам, скорее всего, на этой колоде могут сказать, к чему движется ваша история или как вы где-то ощущаете вот эти возможные варианты. Ну, давайте начнем. Первая база или основы этой истории, почему вы смотрите этот расклад. Вы знаете, тут могла быть какая-то ссора, тут могла быть, знаете, конфронтация, потому что друг друга не поняли. Либо была какая-то ваша история. Нам, конечно, эта колода больше говорит о личной жизни, но вы переложите, если вы смотрите на рабочую ситуацию. И, по сути дела, ведь это сепарация, это разделение, это как возможное расставание. И если это по личной жизни, может быть, охладили чувства, нет контактов или сам по себе контакт, он с течением последних месяцев, может быть, да, или, может быть, даже дней, приводит вас к тому, что вы чувствуете возможное расставание. Словно партнер отдалился. И я допускаю, что и вы сами отдалились, потому что была какая-то возможная ссора. Или когда вы не поняли друг друга, но это для вас какой-то принципиально важный вопрос. И вы задумались, как минимум, если мы говорим основы этой ситуации, то вы задумались, а так ли мне уже нужно продолжать эти отношения? Или что мне ждать от этого человека? Или вообще, какова же наша история? Давайте мы посмотрим, что вы проживаете в данный момент. Здесь нам говорят о том, что один из партнеров, ну вот есть двойственность в том, что мы по-разному видим горизонты наших взаимоотношений. И скорее то, что один человек, допустим, возможно, это вы, когда вы готовы выражать свои чувства. И карта называется «Искренние беседы», да, или «Разговоры». Так вот вы, нам показано 2 партнеров на карте, и девушка, она как будто настроена на диалог. А молодой человек, он настолько безучастно изображен, как будто ему, ну, не цепляет его этот разговор. Или не несет
то, что сказала девушка, принципиального значения. Может быть, это вы, мои дорогие, пытаетесь достучаться до партнера, но если мы даже переложим на работу, это вы пытаетесь для себя прояснить какой-то вопрос или просто даже тему. Может быть, это и есть какая-то более глобальная, на таком общемировом масштабе даже, ну, ваша личная история, которая зависит вот от этих тысячи условностей. И вы пытаетесь шаг за шагом, как и что-то проговорить, для себя прояснить, но каждый раз упираетесь словно в стену равнодушия. Вот есть такой момент. Давайте мы с вами посмотрим, насколько вот это откликается, а потом сделаем сигнификацию, вы можете ориентироваться, как ваша задумка, с которой вы пришли на канал, услышать для себя что-то как подсказку, насколько соответствует вашей реальности. События недавних дней, недавних, может быть, и месяцев. Это то, что было вот недавно. Так вот, недавно это карта флирт, это карта, безусловно, общения, когда вы могли вполне, ну, так дружелюбно, как и общаться. Или, может быть, это касалось даже ваших взаимоотношений, к примеру, по работе. Но когда ничего не предвещало. Может быть, по этой карте вы уже строили где-то и планы, и, может быть, совсем недавно. И я могу сказать, тут какая-то история может проиграться, которая как идет с повторением. Может быть, и есть какое-то знакомство, или есть какое-то предложение, и история вроде бы развивалась, или вы уже начали в чем-то участвовать, а потом пошла какая-то пауза, или пошло охлаждение, или отсутствие интереса к вашей персоне. Опять же, перекладывайте на свою сферу жизни. Потом, возможно, вы даже расстались, или вы отказались от чего-то. Если это по вопросу карьеры, например, вы отказались от того, что вы, может быть, изначально, когда вы приходили на работу, какие вы планы перед собой ставили. Реальность какая-то перед вами открылась, и вы понимаете, что вы словно упираетесь в стену, в какую-то глухую. И вы даже, возможно, решили, что ну нет, я пока не настроена или не настроена быстро менять работу, ничего не нашел или не нашла, пока оставляю все так, как есть. Но и вроде бы, да, это вы с позиции реализма видели какую-то историю более так непредвзято. Но потом я могу допустить, было какое-то потепление, или потепление в личной жизни, в отношениях, или вот этот флирт. Ну, было хорошее настроение, и вам показалось, да нет, здесь просто я прежнее, какое-то мое мнение, оно было ошибочно. Или я не понял, не поняла своего партнера. Или, может быть, и правда, тут у кого-то общение на разных языках, или, может быть, какие-то контакты с людьми, которые в разном менталитете или находятся от вас на расстоянии. Ну, сложно очень, правда, понять друг друга, но вам-то это сделать необходимо. И вот это временное потепление. Сейчас как будто опять вы ударяетесь не первый раз, а второй раз уже вот в эту глухую стену недопонимания. И вы окончательно теперь вам не хочется заблуждаться. Вы понимаете, что, ну, если один раз вроде как промахнулся или промахнулась, но когда эта история повторяется и второй, и третий раз, это уже какая-то закономерность, и значит, теперь время делать выводы. Давайте посмотрим, что же энергетически, как видят карты, это будет продолжаться. Ну, конечно, по этой карте нам говорят конкретно. Лаша Андара или то экс. Экс имеется в виду твоего бывшего возлюбленного или твою бывшую работу. Экс – это то, что уже было в прошлом. И нам, посмотрите, изображена девушка с крыльями ангела. То есть это были какие-то искренние надежды. Это были какие-то искренние чувства, планы, я могу такое предположить. Самое главное было доверие. Утрачено доверие к конкретному человеку. И пусть это даже вопросы по работе, все равно в виде администрации руководитель может, к примеру, да, или какой-то чиновник, или, может быть, вы решали вопрос, тоже обращались, опять же, в какие-то инстанции, возможно, вам какой-то человек обещал свое содействие, и в итоге это ни к чему не привело. Карта однозначно говорит о том, что, ну, по крайней мере, в ближайшее будущее не будет какого-то развития событий, это точно. И пришло время буквально очистить свою энергию.
как пришло время какой-то перезагрузки. Неожиданно. Правда, мои дорогие, совершенно неожиданно. Я думала, что-то другое нам выпадет. Ну, давайте, что выпало, то выпало. Я всегда говорю, не переигрываем, не пересматриваем в какой-то более такой удобоваримый или более приятный вариант. Давайте оттолкнемся от реальности. Значит, хоть я и с более такими позитивными намерениями собиралась раскрыть некоторые темы, но теперь я вижу, что нет. Нужно раскрывать то, что выпало. Вся наша жизнь иногда напоминает игру в покер. И иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, или теми козырями, которые в наших руках. Ладно, давайте теперь мы с вами узнаем, кто же вы, мои дорогие. И теперь вы можете окончательно понять, насколько вообще есть смысл слушать. Кто вы? Король Пентаклей. Мои дорогие девочки, это вы тоже в мужских энергиях. Может быть, и есть вот желание, да? Нам тут говорят, что есть конкретное лицо, с которым, точнее, вы видели продолжение, или вам человек казался очень надежным, но по каким-то причинам, ну, так это вот не срослось, не получилось. И вам теперь уже ничего не остается, может быть, у вас какая-то сложная сейчас ситуация, или запутанная, или патовая, когда надо быть и женщиной, и мужчиной в одном лице, вот как будто так, потому что мужчины, они отличаются тем, что, ну, они не воспринимают вот эти эмоциональные ощущения так, наверное, глубоко, или уж, по крайней мере, они могут сомневаться, но недолго. Они не будут на этом делать какую-то основу материализма на чувствах, отнюдь, нет. А женщинам, девочкам тут, конечно, все сложнее, но, видимо, жизнь, она ставит вас перед реальностью, и именно реалистом нужно быть, причем где-то беспристрастным, сохранять себя. Для кого-то конкретно именно вам нужно решить вопросы по части финансов, каких-то согласований, может быть, и договоренности, иногда это статусная карта, и вообще не время эмоций, время практики. Вот, по крайней мере, это сейчас. Для кого-то из вас еще и финансовые проблемы, которые вы пытаетесь решить. И причем пытаетесь решить в одиночку. И вы знаете, уже по 9 чаш вообще у вас сильная позиция. Вот насколько нам раскрыли карты, ну, такую тягостную историю. Но я могу сказать, вас чему-то это научило. Ну, наверное, жизнь нас не только мучит, но и учит правильным людям доверять или правильно выстраивать отношения. Ну, где-то не сидеть и ждать того, кто не придет, или тот, кто нас кормит этими самыми обещаниями. Мы ведь и правда теряем время. С одной стороны, как людям не верить, правда? Мы же все все-таки взаимодействуем друг с другом. И если у нас есть такой друг, пусть даже друг, да, тот человек или та персона, которая нам готова прийти на помощь, это очень здорово. Но я могу сказать, у вас сейчас тот период жизни, когда нужно надеяться самой на себя или самому на себя. И тем не менее, более чем ресурсный период. Вы здесь можете как и создать какое-то творчество или какой-то прорыв в плане построения карьеры, ну и, безусловно, заработков по 9 чаш. Хотя в этой колоде нам вопросы семьи еще выпадают, но все-таки 9 чаш – это в первую очередь решение финансовых вопросов или каких-то важных согласований. И одновременно в этой колоде нам семья представлена. И я могу предположить, даже для девочек, а может быть у кого-то и для мужчин, выпадает так, что от вас зависит семья. И, мои дорогие девочки, девушки, женщины, может быть, есть дети, когда и хотел бы упасть в чьи-то руки, но можешь упасть только в свои руки. Другого не получается. И еще тем более есть дети, которые от вас зависят. И вы себе где-то говорите, нет, я должна выстоять, я должна выдержать. Может быть, буквально на кону стоят вопросы жилища, где проживать. Вот такое вполне может быть. И хотим мы или нет, может быть, мы и рады где-то вот соскользнуть в приятной эмоции. Но, скорее всего, на сегодняшний день вы себе вообще говорите, никаких эмоций. Все. Чтобы не уйти ни в том направлении или никому не дать возможность меня куда-то увести. Вполне вероятно, вы где-то даже... 7 чаш – это карта иллюзий.
а первая король пентаклей. У вас были какие-то планы, были иллюзии, но, видимо, серым пеплом они рассеялись. И не осталось даже и воспоминаний. Ну, может быть, воспоминания есть, но я могу предположить, скорее всего, что даже и воспоминания хочется забыть, чтобы они вас больше не мучили. Вы можете видеть на сегодняшний день проблемы в вашей жизни, потому что либо вы кому-то доверились раз, с учетом арканов оракула, либо вы потеряли время, опять же, где-то через доверие. И вроде бы же все начиналось неплохо, а вот теперь вы словно перед выбором, когда остатки сил нужно сконцентрировать на том или на тех вопросах, которые именно теперь нужно решить. И, может быть, еще и в отношении собственного здоровья. То есть и выстоять, и выдержать, и вопросы какие-то решить. И тут, правда, вот посмотрите, вот это прозрение, может быть, в отношении конкретного человека, с которыми строились планы. Можно и так прочитать карты. Но теперь вот эти планы превратились в иллюзии. А сегодняшняя ситуация, или, может быть, какая-то... Мы ведь говорили с вами, что хотя бы единожды была та тема, которая, ну, где-то вам давала основание задуматься. Или вы предполагали, что, ну, не все то золото, что блестит, или не все обещания будут исполнены. Или человек какой-то двойственный, словно игру какую-то ведет. И вот это вам... И как иллюзии какие-то не помогли, так и искаженное восприятие это тоже не помогает. Словно приходится искать вот этот самый баланс, сохраняя желание, намерение, цель, но это переместить в какой-то более конкретный формат, как у короля Пентаклей. И с другой стороны, выйти из вот этих сложных чувств. Чувства еще пока по карте девятка мечей нас не оставляют. Нам показана женщина, она бежит с закрытыми глазами. Ну, где-то вы можете себя, кстати, корить за то, что вовремя не увидели что-то, не распознали. Или как какую-то хитрую историю, многоходовочку конкретного человека. Вы на кого-то понадеялись, потеряли время, может быть, и потеряли деньги. И я могу допустить, все же мы все разные, даже если какая-то история у вас продолжается, то все равно вы пытаетесь, словно заставляя себя, стать реалистом и больше не заблуждаться. Хорошо, давайте, кто же вы? Достанем еще пару карт. Да, все подвести к знаменателю, чтобы вот на этом погосте оставить все разочарования и все свои беды, все свои печали, и больше никому не доверять. Вот кто-то даже так вот думает, я не буду больше доверять, лучше я где-то ошибусь и какое-то время побуду. Ну, если человеку я нужна или нужен, то он меня словно догонит, он будет более настойчивый. А если это будет какая-то игра, ну, понятно, он быстро переключится, вам хочется быстрее забыть прошлое. Есть, видимо, вот эти тягостные, как и воспоминания, и также и есть вот эти иллюзорные мечты, за которых вы себя сейчас словно ругаете. Что еще? Давайте, что у вас сейчас? По двойке мечей какая-то конфронтация. И выбор в то же время нужно делать. Вы можете так думать, что есть тот человек в вашей жизни, который до этого времени вел вот эту самую игру или пытался вами манипулировать. И, кстати, я могу предположить, что кто-то из вас, кто смотрит расклад, вы еще с ним отношения с этим человеком конкретно не разорвали. Или, может быть, вы не разорвали какие-то контракты по работе. Или когда это как компаньон какой-то, когда вы зависите, у вас бизнес, личное дело, и вы тоже зависите от какого-то человека. Мы все друг от друга в той или иной мере зависим. И вы понимаете, нет, вот надеяться я не могу. Но в данный период времени вы испытываете словно тупик. Нет, пока еще не прояснилось будущее. Может быть, и внешняя обстановка настолько темна, что ваша задача, она как будто имеет много
деталей или мелких составляющих. Но это только звучит мелких, а может быть вам нужно согласовать много важных вопросов, как и переезд, и место проживания. И так, чтобы вопросы достатка, чтобы было достаточно финансов. Или определиться еще и с личной историей. То есть в целом какую-то новую концепцию жизни вам нужно настроить для себя или самому настроиться для того, чтобы закончить какую-то двойственную, тягостную ситуацию, которая, в принципе, уже нам понятна. Вот это вот, да, если мы говорим семерка кубков, это как мечты, иллюзии, розовые очки, а девятка мечей – это карта искаженного восприятия. И вот нам и не вправо, и не влево, нам только в реальность, но как можно быстрее завершить то, что уже не может быть продолжено, чтобы не терять и времени где-то на даром, но и также не терять свою энергию. Об этом нам говорят карты. Давайте теперь, это вот ваши такие сложные эмоции, сложное восприятие. Ну, мы давайте с вами узнаем, как высшие силы видят вашу ситуацию. Что хотят вам сказать? Как они видят? То есть, если мы говорим беспристрастно, что же есть на самом деле? Ну да, вот карта причины и следствия. То есть, все начиналось. И, в принципе, даже перемежающаяся какая-то история, либо она уже была из нуля в рогожечку, либо уже какие-то, может быть, последние месяцы, нам давали понять, что ты тут будь большим реалистом. Потому что как аукнется, так и откликнется. Может быть, это вы, если мы даже переложим эту карту на конкретного человека, требовалось, видимо, ваше внимание, и словно вам высшие силы какую-то правду демонстрировали, показывали. И если тот, кто предал однажды или поступил как-то пренебрежительно по отношению к вам, вы в нем нуждались или в ней в самый такой пиковый момент вашей личной какой-то истории или сложного жизненного пути, а человек предпочел свои интересы или сделал вид, что он торопится, или, ну, он сейчас какими-то занят делами более важными. Одним словом, он не хотел проявлять ни эмпатию, ни дружелюбие. И вот это была как уже подсказка, что тогда нужно было делать выводы. Но на сегодняшний день с карты правосудия здесь все становится постепенно на свои места. И то, что с чего начиналось, или должно было к чему-то приблизиться, да, какой-то итог вы должны были получить, вот вы теперь к нему и приходите. Давайте мы посмотрим. У кого-то это могут быть важные согласования, действительно, в высоких инстанциях, или к оформлению документов, оформление, может быть, ваших отношений. Может быть, это то, что вам прежде даже было обещано, но не было исполнено. Что еще? Как видят высшие силы вашу ситуацию, да, какая-то была история любви. И, может быть, с учетом правосудия кто-то даже собирался оформлять отношения, но, судя по всему, это все-таки мы видите как основу, то есть это прежнюю историю мы смотрим. Была история любви красивая, да, но в итоге ни к чему не привело. Давайте посмотрим, что же теперь нам хотят сказать высшие силы. И правда, я вижу, что тот, кто смотрит мой расклад, скорее всего, нет конфронтации такой явной. Или это вы теперь уже действуете хитрее, вы решили ничего не говорить, может быть, партнеру. И тут ведь у каждого свои партнерские отношения или своя зависимость от этих отношений. Но, тем не менее, вот между двух огней надоело быть. Надоела вот эта двойственность или когда ничего не меняется. И вот теперь вот этот баланс, это раньше нам как будто казалось, что это баланс, мы друг друга понимаем, да, как и правосудие, весы, баланс, две чаши, так и тут нам и про любовь, а по жезлам это могли быть какие-то интересы по части и финансов тоже, но одновременно двойка жезлов это когда нам уже где-то надоедает из пустого в порожнее или однообразие, когда мы понимаем, что, ну, надо все равно что-то менять. Потому что, с другой стороны, кстати, у кого-то проиграется так. И нам обе карты говорят, что на кого вы смотрите. Если, мои дорогие девочки, к примеру, вы смотрите на мужчину,
и вот вы ждали какое-то время, что он проявится, то тогда с учетом этих карт он и не думает как-то менять концепцию ваших отношений. Его вполне устраивает вот все так, как идет. Или, может быть, вы столкнулись с таким человеком, которого свои интересы на первом месте. И вполне вероятно, для кого-то из вас просто необходимо набраться мужества. И, знаете, вот эту двойственность, мы где-то вот эти две карты можем, три точнее, да, как две двойки, так и аркан правосудия, переложить одновременно как совет от высших сил. Это тобой как будто играли, да, нам где-то рассказали об этом оракульные карты, а теперь и ты устрой эту двойственность. Знаете, как в детской игре, да и нет, не говорите, продолжая какую-то прежнюю историю. А если это зависимая история, или когда есть конкретные, ну, вопросы, которые вы не можете завершить, потому что есть какие-то согласования, или, может быть, конкретная история ваших отношений, она продолжается в одном контексте. У кого-то это могут быть конкретно еще и перемежаться вопросы работы. Или для кого-то это партнер по бизнесу. Ну или какая-то некоторая зависимость и не совсем может быть от чувств. А есть конкретика. Но тогда ты настройся, что от этого берега ты будешь уходить. Поэтому ты пока не рви. Иначе тебя как изнутри будет рвать. Но и сам больше не продолжаю какую-то историю, потому что здесь будет вот как между двух огней. Это будет все время в каком-то балансе между. Но сказать, что, может быть, и как по правосудию вам был дан этот партнер для того, чтобы вы важные выводы сделали. Но иногда и в нашу жизнь приходит человек, который нам, может быть, даже пусть полезен, или контакты у нас с ним могут быть продолжены только в определенном формате. И если по работе или какие-то общие темы вас связывают, а может быть и прежде это где-то перекликалось с личной историей, то вот теперь тут в одну корзину все не сложишь. И эмоции, и вашу занятость, труд, или какие-то материальные вопросы, как бизнес, или какие-то согласования. Поэтому в согласованиях, и нам карта, кстати, показывает, вот два эти жезла словно переплелись вот этим ростком. Да, то есть какой-то период, карта говорит, будут еще продолжены отношения. Почему? А потому что вам так выгодно, или вам так нужно, или у вас другого варианта, мои дорогие, нет. Здесь не получается что-то однозначно решить. Здесь приходится искать компромисс. Опять же, вот этот баланс. Но шестерка мечей, быть реалистом в первую очередь, нам уже демонстрирует какую-то безжизненную степь. Или то место, где ничего не растет и уже ничего не может быть повторено. И поэтому подготовься, может быть, к тому, что эти отношения тебе придется завершать. И кто меня смотрит? Может быть, и вы уже, мы об этом говорили, теперь вы к этому себя подводите. Перестать думать об этом человеке. Думать именно с позиции чувств. Или ожидать от него, что вдруг он откликнется, или вдруг он там что-то поймет, или как-то увидит. Нет, тут, скорее всего, вам придется вообще, я могу такое допустить, куда-то либо переезжать, либо расставаться, хотя у кого-то эти отношения уже на расстоянии. Или, может быть, это вы находитесь на расстоянии, и вы оказались в сложной патовой ситуации, когда, ну, где-то вы доверились человеку и построили свою концепцию счастья на его обещаниях, то тогда я могу допустить, что и переезд для вас тоже возможен. Как видят высшие силы вашу ситуацию, что хотят сказать? Быть реалистом. По рыцарю мечей узнавайте больше, как в отношении вас работает тот или иной закон. Рассматривайте для себя вот эти варианты, пока по шестерке мечей, совершенно как если бы вы действовали в одиночку, потому что это карта мужества, когда у нас хватает мужества идти и вперед, и исследовать непознанную землю без карты. Правда, тут может быть какой-то страх, вот элементарный страх, потому что мы этим никогда не занимались, мы этого никогда не делали, и это, ну, не соответствует шаблону нашего сознания. Здесь все как либо с нуля, либо как с чистого листа, и непонятно, что ждет впереди. И тем не менее, быть реалистом стоит.
в положительном смысле рыцарь мечей, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Но здесь есть еще и другой нюанс, что мы должны закрепить свое положение знанием закона или составлением какой-то важной бумаги. Или, может быть, это вы словно меняете направление, будете что-то изучать, и значит, те новые направления, которые вы рассматриваете, или новые варианты сотрудничества, или, ну, чего бы тут ни касалось, либо конкретно переезда, вам все равно нужно делать, ну, вы знаете, максимально, чтобы вас защищал закон. И нельзя тут соскользнуть ни разу. Вот и так видят высшие силы, вам они совет такой дают, что ты тут будь, ну, настолько хладнокровен в решении некоторых вопросов. И нам ведь не говорят, что мы тут именно в отношении конкретного человека. Нет, это пошли мечи, шестерки мечей, а это карта заслуженного, кстати, успеха. Это когда мы наше какое-то дело продвигаем или нашу какую-то задумку. Но еще и разные люди могут встретиться, и твоя задача себя буквально беречь, сохранять во всех вариантах. Давайте посмотрим. И важный какой-то выбор вам придется делать. Нельзя раскиснуть, нельзя, как бы не хотелось, соскользнуть вот в эти приятные эмоции. Может быть, и хочется кому-то доверять, но нет, видимо, в ближайшее время от начала до конца быть реалистом, чтобы и закончить какую-то предыдущую историю, которая вас привела к какому-то тупику, или, может быть, когда вы время словно потеряли. А здесь мы идем вперед. Вообще это перезагрузка, мои дорогие. А туз мечей нам здесь философ, мудрец показан. И я называю часто эту карту выход из лабиринта. Поэтому уже какой-то выход из лабиринта у вас есть. И, скорее всего, если вы прислушаетесь к интуиции, какое-то ваше правильное видение сейчас. Но это, знаете, это как ваши мысли. Это разум. Мечи – это всегда разум. А здесь нам эмоции, надежды. А все же между, наверное, эмоциями и какой-то конкретикой и реальностью вам нужно себя определить. Но буквально правосудие вам помогает. Это как закон или правильно составленный документ. Что скоро откроется? Давайте узнаем. Что скоро откроется или что скоро прояснится? Ну, я не случайно сказала, что если есть или была какая-то история, которую вы уже видите теперь совершенно по-другому, и она касалась чувств, к вам, вот как по картам оракула, уже был прежде тот случай, когда вы разуверились, а потом поверили вновь. Так это будет какой-то третий заход, мои дорогие. Кто-то тут действительно будет пытаться, ну, вам петь серенады иносказательно, или где-то ваше критическое мышление или вашу внимательность, вот так бдительность усыплять. Здесь может быть новый заход каких-то обещаний. Туз кубков. Вам здесь что-то будет нравиться. Давайте смотрим, что еще откроется. И следом вот опять какая-то двойственность. Причем, если раньше у нас была двойка кубков, и это было больше эмоций, то здесь, скорее всего, какие-то отношения, кто бы тут про какие чувства не говорил, но все-таки пентакли нам здесь больше говорят о либо деньгах, либо каком-то конкретном мероприятии или о дружеском взаимодействии. Вот дружеское взаимодействие, ну, значит, тогда в правильный фарватер ваша задача его направить. Что скоро откроется, что прояснится. Но я могу сказать, что это вы теперь, наверное, будете готовы хранить тайну. Мои дорогие девочки, Верховная Жрица – это та, которая все знает. И, кстати, о себе много не говорит, вообще ничего не говорит. У вас могут выпытывать, а что ты думаешь? А что думаешь делать дальше? Или, ну, вот знаете, именно пытаться вас прочувствовать, в какую сторону вы вообще настроены. Настроены вы продолжать или нет? Тут кто-то может пытаться и манипулировать, а карта говорит, твоя независимость, вот это будет самое главное. И я могу сказать, если правда какая-то откроется, стало быть, вы увидите с учетом Верховной Жрицы или сможете рассмотреть между тем, что явно, и тем, что скрыто, в каком же направлении вам прикладывать усилия. Это вы теперь готовы хитрить, мои дорогие. И это не есть какая-то задумка, знаете, как многоходовочка, коварный план,
А эта жизнь ничего другого не оставляет. И мы ведь с вами сказали, что что-то вынуждены вы продолжать. По крайней мере, вот в сегодняшнем раскладе здесь неоднозначно да или нет. Тут нет такого выбора. Здесь приходится что-то и из прошлого сохранять. Именно приходится. И в то же время, ну, в надежде на самого себя, и нам здесь человек уже не в паре изображен, а именно когда он в сольном варианте, и уже пробовать что-то новое, обустраивать свою жизнь по-новому или буквально куда-то переезжать. И Верховная Жрица, мы должны быть внимательны, мы не должны себе навредить, мы должны быть на своей волне. И это как скоро откроется. Вам будут видны некоторые тайны. Или вы интуитивно, у вас интуиция будет работать великолепно. Никому ничего не говоря, вы сумеете правильно провзаимодействовать с людьми, и, может быть, даже какие-то прежние отношения. Ну, так красиво. Пусть хоть в каком-то, в параграфе или в каком-то, понимаете, в узком фрагменте вы сможете переложить себе на пользу. Это точно. И потом скажете себе спасибо. И потом он у вас будет праздник. Правда, вы сумеете даже обойти какую-то ситуацию, которая может означать, как вас кто-то втягивает вот в эту самую путаницу. Или пытается вас словно опять оставить еще в подвешенном состоянии или в зависимых отношениях. Но вы так красиво выйдете, что на вашей улице будет праздник. Или вы можете узнать, кстати, почему вот эта ситуация, если касается вопроса любовной истории. Вы можете узнать, что есть какие-то, может быть, у данного человека задуманного и другая женщина. Или пусть это не женщина, да, тройка чаш иногда говорит. Пусть это даже не женщина, а какие-то условности. И может быть это как менталитет. Или предпочтение каких-то, ну, знаете, когда человек не готов вкладываться, потому что денег жалко, вот и так. Или когда он не готов вообще оформить с вами, к примеру, отношения, это значит вам уже что-то пообещать. Или взять на себя ответственность именно над вами, может быть и так. И он тоже не готов. Он готов к празднику, но не к конкретике. Но этот праздник касается больше вас самих. И это тот праздник, который вы пока не видите. Что для вас откроется. Вы это узнаете. Но по Верховной Жрице нас ничто не цепляет. Это настолько здоровое равнодушие, когда очень сложно нас вывести из себя. Будет еще какой-то выбор, правда? Вы знаете, тут как и человек может вернуться в вашу жизнь и заново попытаться в реку войти дважды или говорить вам обещания опять новые давать. Но, тем не менее, нам карта говорит: не верь. Пока ты не убедишься, как в реальности какой-то, или конкретные документы не будут составлены, у кого-то может быть и работа, или пусть отношения, значит, тоже они в какую-то документальную плоскость. Даже и не стоит доверять. Влюбленный — это выбор, но это еще и кто-то проявляет чувства. Что скоро еще откроется, но опять же эта история не идет никуда. Будьте реалистом от начала до конца. Первое, туз чаш, это на тот вопрос ответ карт, когда мы спросили, что же скоро откроется. Так вот, откроется то, что сначала вы кому-то доверяете, или как входит в вашу жизнь радость, надежда, когда ваш адрес, к вашей персоне говорят комплименты, или, опять же, строят планы вместе с вами, и все выглядит настолько красиво, по-доброму, хочется верить, но не в этот раз, потому что вы точно знаете, вот эта карта называется «Бесконечный дождь». Начинается красиво, а заканчивается бесконечным дождем. И вы не хотите уже такого повторения. Давайте мы с вами узнаем, какой поворот событий вам укажет, к чему все идет. К чему все идет. Это как событие отдаленного или ближайшего будущего. И я не ставлю временных рамок. Можете вы загадать какой-то срок, но тогда не загадывайте очень много, потому что наша жизнь, она очень динамичная. Тут некоторые вопросы за один день.
Мы можем думать полгода, а буквально за пару часов у нас тут все пазлы складываются или все стоит на свои места. Но мы просто не можем сказать однозначно, когда этот момент произойдет. Но мы попробуем. Какой, в конце концов, поворот событий вам укажет, к чему все идет. К чему все идет. По рыцарю Пентаклей я тут больше вижу, с учетом короля Пентаклей. Здесь все-таки будет что-то продолжено. И вот эти отношения у вас есть возможность перевести на совершенно иной уровень, повторяюсь. Почему? Потому что вы оставите при внимании к деталям, об этом нам говорят, вот эту историю, которая не будет развиваться. Она не будет иметь прогресса. И кто бы что тут ни говорил, тут, знаете, такое медленное какое-то поступательное движение, но оно не говорит ни о какой горячности. Это прекрасно проигрывается карта в вопросах работы. Поэтому, если вам конкретный человек по определенному факту интересен или у вас с ним есть взаимодействие, тогда исключить всяческие эмоции и оставить именно как концепцию заработков или каких-то взаимных, может быть, взаимного сотрудничества на определенный период времени. Может быть, как перевести отношения в дружеское общение, особенно если есть еще, ну, жизнь наша, она многогранная, есть какие-то вопросы, когда вам этот человек интересен, или вы в нем заинтересованы. Давайте будем откровенны. Вопросы чувств, или когда мы говорим о счастливой истории, то это искренности касается. А когда в нас человек заинтересован, а в вас были заинтересованы, именно и заинтересованы, там изначально не была какая-то, ну, посмотрите, все карты тут из двух колод. Нам ни одна не сказала, что это что-то как искреннее чувство или желание. Ну, может быть, и были, но это значит было что-то незрелое. Это была какая-то все равно игра от скуки. Или когда человек, может быть, хотел некоторым образом разнообразить свою жизнь. Может быть, он всегда так действует, вы этого тоже не знаете. То теперь заинтересованность мы оставляем, мои дорогие, и это к чему все идет. Если есть в чем-то заинтересованность, значит, какие-то отношения могут быть продолжены. Если это вопрос касается работы, я могу предположить, что, правда, на какой-то период времени и даже достаточно далекий есть взаимодействие. Но это беспристрастно. И, кстати, рыцарь Пентаклей никому не доверяет. Он едет очень медленно, потому что детализировать все должен. Он должен все перепроверить. Что еще? К чему все идет? И вот она выпадает, королева Пентаклей. Правда, король Пентаклей, королева. И для вас, мои дорогие девочки, значит какой-то период напряжения, когда вам словно приходилось быть в этих мужских энергиях. Он заканчивается. Это карта ресурсного человека. Это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Это та, которая умеет с нуля обустроить благополучие, умеет и вылечить ребенка, и создать вот этот уют, комфорт, может быть, даже бизнес, или переложить свое творчество в монетизацию или какие-то новые варианты заработка. По сути дела, отстроить новое качество жизни практически с нуля. Это ресурсность, потому что никому не верит. Или больше нацелена на то, что если я буду кому-то доверять, меня обязательно подведут. Ведь королева Пентаклей, она не с самого начала, не с рождения стала такой ресурсной. Ей тоже пришлось пройти какой-то сложный опыт, проб и ошибок, когда она и действует теперь только в одиночку. Она сама свой проект осуществляет. Она и не надеется, что кто-то придет. Или она приходит к выводу, что долго объяснять и неинтересно мне кому-то, потому что поймут, не поймут, потом начнут мне советы давать, меня замучают. Сделаю-ка я сама. И поэтому вот ваши сильные позиции действительно в практичности и к тому, что вы можете осуществить даже то, что у вас, может быть, за прежние годы не получалось, потому что вы меняете взгляды на жизнь. И если раньше кто-то пользовался или имел у вас интерес, а теперь вы будете где-то оценивать, и, наверное, я так вижу, на данном этапе жизни для вас это сделать совершенно необходимо, потому что теперь ваши интересы должны быть как это приоритет помимо всего прочего.
Да, действительно, к сожалению, по аркану Отшельник мы должны пройти какой-то путь в одиночку, но вам никто не мешает. Мои дорогие девочки, ни одна карта, конечно, про любовь не говорит. Единственное, по королеве Пентаклей иногда обрисовывает как близкого человека, супругу даже. И у нас пара выпала. У кого-то может, мои дорогие, проиграться таким образом, что вы муж и жена. Или вы живете в паре. Но, тем не менее, есть и такое значение, как одиночество вдвоем. Может быть, была какая-то тоже история не совсем хорошая, и вы теперь, у вас дети, или у вас, может быть, у кого-то и бизнес по девятке, может быть, у вас и какие-то есть еще нерешенные вопросы, и так или иначе вы будете продолжать это общение. Но теперь вы идете один или одна, или вы как-то для себя по-другому действуете, потому что вы... По отшельнику он идет своим путем. И это, по сути дела, философ. Его невозможно купить на лесть, его невозможно купить на какие-то разговоры, которые даже там звучат не очень красиво. Он сам по себе. И поэтому выбить его, словно из колеи, или уговорить его сделать что-то по-другому практически невозможно. Но для вас это будет сильная независимая позиция. Видимо, вот эта ваша ресурсность, она одновременно должна быть переложена на вашу независимость. Или ваше дело, к чему все идет. Ведь это можно и деньги заработать. Смотрите, 2 денежные карты. А по королеве Пентакли, у кого сейчас проблемы с жильем, вы тоже можете решить. А если стоит вопрос переезда, у кого-то может стоять вопрос и переезда наперед. К чему все идет? Кто-то может и переехать. И при этом не разрывая каких-то связей. Вот очень интересно, может быть, даже мудро вы выходите из каких-то двойственных отношений. Теперь, ну знаете, как ваша партия игры начинается. Пусть это звучит не очень красиво, но все карты нам об этом. И принцесса чаш, карта любящего человека. Но это могут проигрываться, кстати, как любовь, безусловно, к вашим близким. Но все же по этой карте это действительно карта любящего человека. А что это означает? К чему все идет? Интересно. Давайте мы достанем еще карты. Может быть, это новое знакомство? У кого-то так. Или какие-то новые перспективы. Да, правда. Карта любящего человека может говорить и о новом знакомстве, новых взаимоотношениях. Я могу, конечно, допустить, поскольку мы все разные, что вот тот человек, с которым и не выстраивались отношения, или долгое время кормил даже вас обещаниями, может быть, где-то даже подвел. Жизнь, она всякая разная и многогранная, и порой напоминает метаморфозы. Тут будет пытаться вернуться человек в вашу жизнь с целью оформить даже отношения. Все-таки, может быть, с переосмыслением. Но, честно говоря, в чудеса я такие мало верю. Тем более предыдущая карта «Отшельник». Это просто вам хотят сказать карты, и я вижу именно так, что какая-то прежняя история, она у вас останется, потому что как дружба или взаимодействие по работе, по бизнесу, или какие-то контакты, но вы тоже идете в новый путь. И может быть какой-то период, мои дорогие, это как знаки высших сил, или к чему все идет. Вот и еще вот этот путь отшельникам, одна только карта, а ее различают, посмотрите, маленькое расстояние. Но какое-то время вам самому по себе или самой по себе необходимо побыть, потому что после этого начинается новая история, которая ведет к счастью, к радости, к благополучию, к взаимопониманию. И, может быть, когда действительно, мои дорогие девочки, не будет вот этой игры в одни ворота, или не будет той зависимости, когда вы словно смотрите и зависите от настроения человека, или вы пытаетесь это настроение с первых минут считывать. Начиная ваш разговор, вы пытаетесь каждый раз угадывать, а в каком настроении он сейчас. Или как сейчас воспримет человек то, что я ему скажу. Или пытаетесь где-то для себя, слушая интуицию, как вот вообще к чему может какая-то определенная история у нас развиваться. Вы постоянно пытаетесь где-то в зависимости выбрать нужный фарватер взаимодействия с человеком. Но в какой-то момент
вам это надоест. Вам уже это надоело. И вам нужен период, когда вы от этого отдохнете. И значит, у кого-то новая история любви может сложиться совершенно с другим человеком. Конкретно с другим мужчиной. И если меня смотрят мужчины, где-то переложите, потому что, в принципе, концепция такая же. Но мне бы хотелось очень... Давайте на колоде другого оракула, к чему все идет. Давайте достанем такую карту. Совет на сегодняшний день. Как видит оракул вашу историю и какой бы совет он хотел вам дать сейчас. В следующей неделе однозначно нам говорит карта. И где-то мы с вами по срокам это укладывается. В следующей неделе это может быть через месяц. Конечно, я допускаю, что и через пару недель. Но это прямо вот не сейчас. Как-то будет, видимо, продолжаться история. Или спешит буквально вашу жизнь. И может быть это как повтор. К чему это будет все идти? Вот карта вам дает совет сразу же, неважно чего касается, может быть это какие-то предложения, или вот в траектории вашего движения по решению некоторых вопросов работы или вопросов денег, важных согласований. Тут действительно лед тронется через несколько дней, в следующие несколько дней. И общайся более ясно. Для вас будет важным быть правильно понятым. Или вашу проблему, ее не нужно замалчивать, а ее максимально нужно прояснять. И если вас кто-то пытается накормить обещаниями, и я тебе скажу потом, например, да, фраза «когда потом», если говорит человек «ну, я не знаю», или какое-нибудь там пространное, это время делать вывод. Вы можете какой-то вопрос и сами сформулировать, и именно вот так вот не в бровь, а в глаз задать, потому что ваша задача прояснять что-то или общаться буквально более, ну, когда вас тоже понимают. Давайте мы спросим еще совет, к чему все идет или какие энергии. Вы знаете, тут будет некоторое прощение, может быть, и себя за какие-то ошибки. Но, видимо, вот такие добрые энергии, они для вас совершенно необходимы, потому что, ну, мы ведь люди, и мы склонны ошибаться. И это не значит, что мы должны теперь застрять в одном пути. Мы принимаем, что да, о ком-то мы думали, может быть, слишком хорошо, чем следовало, или кому-то даже доверились, а наша, как и интуиция молчала, так и, может быть, ну, как словно глаза были замылены, да? Но вот теперь уже мы себя прощаем за прежние ошибки. И это будет говорить еще и о том, что даже если есть какая-то потеря, то мы ее не воспринимаем слишком болезненно. А то, что было прежде болезненно, мы отпускаем. И тем самым словно выздоравливаем. Поэтому будьте милосердны к самим себе. Видимо, без того, как мы простим самих себя, когда мы примем во внимание, что да, мы совершили тоже некоторые ошибки, но мы не говорим, этот человек был такой-сякой, и он на меня обманул, или он мне пообещал, а я его ждала. Нет, мы говорим по-другому, что я доверилась, или я зря где-то брал этого человека во внимание, думая, что его слова на самом деле несут какую-то истину. Но мы не перекладываем свои ответственности на кого-то другого, обвиняя этого другого. Мы говорим, что мы сами лопухнулись, мои дорогие, мы сами в чем-то ошиблись. И это для вас и прощение, и одновременно, можно сказать, выздоровление. Хорошо, к чему идет? Давайте спросим на колоде оракула. Я еще раз перемешаю. Как события ближайшего будущего. Давайте так достанем. 3 карты события ближайшего будущего, отдаленного будущего и далекого будущего. Вот та история, ваша история, как видят карты ближайшего будущего. Ситуация улучшается. Вот конкретно нам так говорит карта. И значит, тут может быть самая разная концепция, как и человек откликнется,
так и вы сами можете что-то переиграть. Но так или иначе, доброй энергии. Это вам ангелы говорят. Отдаленного будущего я уже достала эту карту. И вам говорят большие счастливые перемены. И далекого будущего. Но, видимо, какая-то перезагрузка в нашей жизни происходит периодически. Прими новое решение. Ну, мы ведь не знаем, когда это будет далекое будущее. И кто знает, может быть, это и через 10 лет, может быть, через 5 лет. Жизнь продолжит меняться, и, видимо, в зависимости от этих перемен, и нам придется принимать и еще какие-то новые решения, и еще раз, может быть, где-то переосмысливать, анализировать себя, адаптировать и организовывать свою жизнь по-новому. Но для тех, кто наш расклад смотрел, я могу сказать так, что вот эта сложная история, именно она открывает, по крайней мере, по 2 колодам оракулов карт, оракул ангелов. Вам хотят сказать именно то, что было со знаком минус на сегодняшний день. Для тебя настраивает в другом совершенно ключе и открывает новые перспективы. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я буду благодарна вашим комментариям. Я всегда с удовольствием читаю ваши истории. Если я вдруг не ответила, без обид, пожалуйста. Бываю тоже очень загружена, но я вас искренне люблю. И я вам желаю добра, счастья, душевного тепла, взаимопонимания. Ведь счастье – это когда нас понимают. Будьте счастливы и любимы всегда.